Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня думала, что приготовить на обед, и вспомнила про легкий летний суп из щавеля. Решила приготовить его и заодно поделиться с вами. Вдруг кому-то пригодится. Количество ингредиентов даны под видео, но оно может быть любым. Спасибо, что делитесь моими рецептами в соцсетях. Предварительно подготовили все продукты. Я буду готовить его на курином бульоне. Нарезаю картофель небольшими ломтиками, затем шинкую лук. Натираю на крупной терке морковь. Щавель мою, перебираю и мелко шинкую. Нарезаю зеленый лук и укроп. Очищаю помидор от кожицы и нарезаю его мелкими кубиками. Все продукты подготовила. Бульон закипел. Кладу в него картофель и ставлю вариться до готовности. Пока он варится, сделаю поджарку. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю лук и морковь, обжариваю их до полуготовности. Добавляю к ним половинку помидора, другую половинку пока оставлю. В готовую поджарку добавляю часть щавеля, перемешиваю и снимаю сковороду с плиты. За 5 минут до готовности кладу в суп вторую половинку помидора, оставший щавель и поджарку. Накрываю крышкой, даю супу немного прокипеть на медленном огне. Пока варится суп, хорошо взбиваю яйцо и за 1-2 минуты до готовности вливаю его в суп, постоянно помешивая. Затем добавляю зеленый лук, укроп, лавровый лист и мелкорубленый чеснок. Суп готов, даю ему немного настояться. Наливаю в тарелку и подаю к столу. Я еще кладу в него сметану. Суп получился с легкой кислинкой, как раз то, что мне нравится. Очень вкусный. У нас такой суп едят с удовольствием. А вы готовите суп из щавеля? Такой вот овощной суп. Готовится он очень просто, но получается довольно-таки интересно. Данный суп очень актуален в летний сезон. Его можно есть как холодным, так и горячим. Как его приготовить, смотрите дальше. Нашинкуем капусту мелкой соломкой. Количество овощей смотрите сами, кому что нравится. Можно взять капусты побольше, можно поменьше. Я побольше взять кабачка или наоборот. Нашинкованную капусту отправляем в бульон. Я буду готовить на курином бульоне, который у меня остался. После того, как я готовила салат, я отварила там куриную грудку. Ссылку на этот салат я оставлю под видео. Вы можете отварить мясо, а можно просто приготовить на овощном бульоне. Выкладываю капусту в кастрюлю. Беру немного соли, подсаливаю. Накрываю крышкой и оставляю вариться. Выставляю время 20 минут. За это время у нас успеет приготовиться весь суп полностью. Мы будем постепенно добавлять к нему остальные продукты. Нарезаем картофель небольшими кубиками. Отправляем его в кастрюльку. Вы можете картофель взять больше, кто как любит. Кабачок мы будем резать в самую последнюю очередь. Сейчас мы нашинкуем лук. Лук шинкуем мелкой соломкой или как вы любите. Убираем лук к морковке. Нарезаем помидор мелким кубиком. Пока варится капуста, мы сделаем поджарку. Наливаем немного подсолнечного масла, можно больше, кто сколько любит. Я выкладываю все сразу и лук и морковку. Потому что морковь мелко нашинкованная, она может быстро пожариться. Обжариваем все с золотистым цветом. Не надо, чтобы она сгорела, нагрев я уменьшаем. Накрываю крышкой. Берем кабачок, прежде чем его нарезать, я его очищу от кожуры. Очищенный кабачок нарезан мелким кубиком. Кабачок мы обжарим вместе с овощами. Прибавим нагрев, чтобы они уже у нас не тушились, а жарились. Мы не будем сильно обжаривать кабачок, немножечко, слегка, чуть-чуть прям обжарим. Овощи поджарить, отправляем в кастрюльку. Накрываем крышкой и варим их в готовности. Суп практически готов, добавляем в него зелень.
Я добавляю укроп, вы можете добавить любую зелень, как вы любите. Даем ему закипеть и отключаем. Суп готов, можно его отключать и подавать на стол. Вот такой овощной суп мы с вами приготовили. Если вам понравилось,